Всем снова привет! Сегодня мы продолжаем делиться полезной и интересной информацией, которая может пригодиться вам для работы над вашим проектом, будь то ваша выпускная квалификационная работа или это проект, например, по дисциплине облачные и туманные вычисления или методология программной инженерии. Очень часто возникает вопрос, какое использовать хранилище для данных вашего проекта. И в настоящее время выбор различных систем баз данных, хранения информации очень большой, и действительно потеряться в нем достаточно легко, особенно когда нет практического опыта использования тех или иных инструментов. Поэтому давайте сегодня в этом видео мы попытаемся разобраться, что у нас есть в арсенале и для чего оно лучше подходит. Следует с того, какими данными вы планируете оперировать. Здесь есть три ключевых области. Первая область — это хорошо структурированные данные, данные, которые отчасти структурированы, и слабо структурированные данные, которые могут вам понадобиться. Начнем с хорошо структурированных данных, когда мы точно знаем структуру наших данных и четко понимаем, какие у нас есть зависимости между ними, в какие таблицы мы их можем разложить и как с этим работать. В этом случае у вас есть два подхода, которые зависят от того, какая ваша цель в работе с этими данными. Например, допустим, что для вас самое важное — это целостность, безопасность, изолированность и все, что подразумевает под собой ACID, принципы разработки. Также в этой ветке хорошо укладываются принципы обработки и аналитики, когда мы делаем аналитику в стиле OLTP, то есть после того, как данные сохранены. В этом случае мы можем работать с классическими базами данных, такими как MySQL, MariaDB, Postgres Database. Можем использовать коммерческие решения, если это применимо, такие как Oracle или Microsoft SQL Server. Однако, если мы знаем, что наши данные четко структурированы, но нам больше нужна аналитика в стиле OLAP, то есть онлайн-аналитика, то здесь нам может понадобиться больше столбчатые базы данных, когда мы храним данные не строчками, а колонками. В этом случае мы можем поработать с такими системами, как Snowflake, ClickHouse, Druid, Pinot и Databricks, которые прекрасно решают задачи столбчатого хранения данных. Переходя к слабо структурированным данным, мы можем увидеть, что рынок решений, которые позволяют нам хранить данные таких форматов, тоже очень велик. Например, мы можем начать с простых словарей. Есть очень много NoSQL хранилищ, которые представляют из себя на самом деле key-value хранилища, когда мы храним ключи и соответствующие им значения. Здесь могут быть представлены такие решения, как Redis, ScyllaDB, Ignite и так далее. Также очень многие NoSQL решения, аналогичные и работающие по принципу key-value, хорошо работают как кэши. То есть, когда мы не сохраняем данные на какой-то сервер, но используем их чисто в памяти, то, что называется in-memory storage. В этом случае мы можем также работать с Redis, но у нас появляются возможности использовать Memcached, Hazelcast, и также еще появляются такие решения от компании Oracle, которые недавно стали open source, такие как Coherence. То есть это тоже кэшовое решение, которое позволяет вам использовать key-value storage в памяти для того, чтобы, например, синхронизировать данные между несколькими узлами вашего приложения. Следующее, о чем стоит упомянуть, это 2D или двумерные key-value хранилища. Такие решения тоже активно используются, когда вам нужно хранить более сложные структуры данных. Также можно говорить здесь о базах данных, называемых white column, или широкие колонки. Здесь у нас тоже большой выбор различных решений есть. Мы можем поработать с HBase, Cassandra, аналогично с ScyllaDB тоже поддерживает такие возможности. Еще одним важным сценарием использования не очень сильно структурированных данных или относительно структурированных данных является работа с time series данными, когда данные, которые мы загружаем в систему, представляют собой временные ряды. Количество временных рядов, которые вы одновременно записываете, может варьироваться, структура данных в них тоже, но все эти данные, которые у вас есть, они привязываются к временным меткам. Для работы с такими данными существует большое количество разнообразных решений. Здесь можно вспомнить и InfluxDB, и KDB+, и некоторые системы, такие как Prometheus, тоже можно упомянуть как хранилище time series данных. Следующая группа хранилищ может быть озаглавлена как хранилище для аудита. То есть это то, куда мы записываем разнообразные данные, и впоследствии мы планируем эти данные анализировать и хотим убедиться, что эти данные не менялись, то есть что не было, допустим, факта подлога или не было каких-то изменений. В этом случае можно поговорить о таких системах, как Hyperledger и Fabric.
которые позволяют вам гарантированно и в, скажем так, immutable виде сохранить то, что вам хочется сохранить, и быть уверенным, что это не будет подменено или изменено. Еще одним типом специализированных данных являются геоданные. В настоящее время очень много решений, которые разрабатываются, связаны так или иначе с позиционированием на местности, с картами, с маршрутами. Очень много студенческих проектов, которые мы видим регулярно, также очень сильно завязаны на поиск мест, прокладку маршрутов, сохранение мест, поиск определения того, является ли текущее положение чего бы то ни было в какой-то зоне или вне ее. И для этого есть, для хранения таких данных, геоданных, есть специальные базы данных, которые позволяют вам удобно, комфортно, самое главное, эффективно с такими данными работать, осуществлять по ним поиск и так далее. В списке таких баз данных можно перечислить системы Solr, PostGIS, MongoDB, которая работает с форматом GeoJSON, и ряд других, которые вы тоже по GeoJSON можете поискать, которые поддерживают работу с таким форматом данных. В общем случае, когда мы говорим с вами о геоданных, мы часто вспоминаем о графах. Да, графах маршрутов, графов сложности мест и так далее. Но у графовых данных очень большой и широкий спектр применения, поэтому неудивительно, что было разработано много разных систем, которые вам позволяют этими данными пользоваться и работать и сохранять именно как графы, как связанные между собой элементы. Среди систем баз данных, которые поддерживают такие способы хранения, можно упомянуть OrientDB, Neo4j и Giraffe. Они довольно популярные, многие из них бесплатные, свободно распространяемые, и их довольно удобно интегрировать в свои приложения. Когда ни один из вышеперечисленных форматов данных вам не подходит, вы можете обратиться к базам данных, которые позволяют вам хранить данные в документоориентированном формате. То есть, когда вы создаете коллекции относительно структурированных документов и можете сохранять их в своей базе данных. Такие базы данных умеют работать как с XML, так и с JSON форматами своих данных. И здесь мы снова можем обратиться к системе Solr, а также перечислить MongoDB и Couchbase, которые прекрасно работают с различными документами, которые в них сохраняются. Еще одним сценарием использования различных хранилищ может служить случай, когда вам нужно хранить данные для полнотекстового поиска. Например, в вашем приложении вы хотите иметь возможность делать поиск по ключевым словам и хотите давать пользователю подсказки, когда он начинает печатать начало того или иного ключевого слова, чтобы показать, какие ключевые слова системы знакомы. В этом случае вам нужны хорошие хранилища, которые подразумевают именно быстрый поиск по полнотекстовым данным. Здесь есть определенные лидеры, да, такие как, например, Elasticsearch и OpenSearch. К сожалению, с недавних пор Elasticsearch, популярный и всеми любимый, стал менее доступен, так как существенно изменилась его лицензия, и он стал намного больше ориентирован на коммерческие проекты. Однако компания Amazon взяла последнюю доступную версию бесплатную продукта Elasticsearch и запустила свой бесплатный storage на базе Elasticsearch, который называется OpenSearch и который теперь развивается независимо от основной ветки и уже начал приобретать функциональности и интересные фичи, которых в Elasticsearch нету, а в OpenSearch они уже стали появляться. Помимо OpenSearch здесь можно еще также упомянуть Solr, который умеет довольно хорошо в полнотекстовый поиск, и можно еще упомянуть Elasandra. После того, как мы с вами поговорили о хорошо структурированных данных и слабо структурированных данных, наверное, нужно упомянуть и о тех случаях, когда мы работаем с данными, структурировать которые практически невозможно. Да, это могут быть текстовые документы, это могут быть картинки, аудиозаписи, обученные модели машинного обучения и так далее. Такие данные тоже хранить необходимо, и нужно иметь для этого механизмы. Наиболее популярными, доступными и удобными к применению являются файловая система Hadoop, например, HDFS, или решения, реализующие предложенный в свое время Amazon формат S3, то есть протокол S3 для доступа к данным. Наиболее известное и доступное открытое решение, которое поддерживает S3, это платформа Minio, которую довольно удобно развернуть и можно использовать для того, чтобы хранить данные своих проектов. В наших проектах мы активно используем Minio как раз в таких случаях, где нужно хранить какие-то файлы или отчеты или что-то подобное, для чего обычные базы данных, будь то SQL или NoSQL базы данных, подходят не очень хорошо.
Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что этот небольшой гайд по различным системам хранения поможет вам сделать правильный, грамотный и обоснованный выбор технологии хранения для ваших собственных проектов, которые вы делаете в рамках ВКР или одних из дисциплин, на которых это потребуется. Всем еще раз спасибо и всего доброго. До новых встреч!